Литва, как и большинство стран Европейского Союза, при вступлении в него отказалась от своей национальной валюты – лита. Однако был ли этот шаг оправданным? Ответ на этот вопрос имеет множество аспектов и напрямую связан с тем, что ждет экономику Литвы и уровень жизни ее граждан в ближайшем будущем. Именно поэтому эта тема привлекла внимание Якова Кедми, который недавно опубликовал подробный анализ ситуации. Предлагаем вам ознакомиться с наиболее интересными выдержками из его статьи. 10 лет назад Литва отказалась от лита, связывая свои надежды с евро и европейским уровнем жизни. Политики обещали экономический рост и стабильность, но зарплаты так и не выросли, в отличие от цен. 1 января 2015 года тогдашний премьер-министр Литвы Альгирдас Буткевичус торжественно снял с банкомата первую в стране 10-евровую купюру. Под прицелом телекамер в окружении министров, финансистов и журналистов он пообещал, что уровень жизни литовцев скоро сравняется с немецким и французским. «Нужно лишь немного потерпеть», — сказал он. Представители прессы, приглашенные для освещения этого исторического события, поинтересовались у банкиров, когда же литовские уборщицы начнут получать по 2-3 тысячи евро. Банкиры ответили, что это произойдет лет через 10-15, поскольку в экономике наблюдаются позитивные изменения. Прошло 10 лет, Буткевичус давно уже не премьер-министр и даже вышел из социал-демократической партии. Судя по всему, живет он неплохо, ведь все эти годы он только и делал, что нажимал на кнопки, все ими приближая тот момент, когда рядовые литовцы смогут сказать «вот теперь я живу не хуже, чем в Германии или Франции», и уехать туда. А уборщицы так и остались уборщицами. Более того, многие из них даже потеряли работу, поскольку у предпринимателей не хватает денег на зарплаты, и им приходится убирать самим. В связи с десятилетием введения евро финансисты и эксперты по монетарной политике дали множество интервью, рассказывая о дальновидности решения об отказе от лита. Приведем несколько типичных примеров. Единая европейская валюта позволила Литве участвовать в формировании монетарной политики еврозоны. Стоимость займов снизилась благодаря отсутствию валютных рисков. После вступления в еврозону кредиты стали доступнее как для государства, так и для бизнеса и населения. Это, конечно, повысило надежность самой Литвы, утверждает Витас Василяускас, бывший глава Банка Литвы. Кредиты стали дешевле и доступнее, процентные ставки снизились. Это облегчило жизни бизнесу и обычным людям, добавляет экономист Альгирдас Барткус. Евро очень выгоден для таких небольших стран, как Литва. У нас нет полного цикла производства и собственных энергоресурсов, говорит финансист Нериус Мачулис. По мнению экономиста банка Šiaulių bankas Индре Пикчине, евро помог Литве преодолеть испытания последних лет и привлечь иностранных инвесторов. Правда, она не уточняет, о каких именно испытаниях и инвесторах идет речь. Экономика Литвы сбалансирована, устойчиво развивается, долги под контролем, за последние 10 лет страна просто расцвела, добавляет она. Но Литва и с литом не была в упадке. Государственный долг, например, контролировался не хуже, чем сейчас. Складывается впечатление, что у Пикчине и других экономистов нет весомых аргументов в пользу евро. Инфляция, которую обычно считают главным недостатком евро, не выделяла Литву среди стран Центральной и Восточной Европы, которые сохранили свои национальные валюты. За 10 лет цены выросли всего лишь в 1,5 раза. В Польше, Венгрии, Румынии, Чехии инфляция была примерно такой же. В Польше в 1,5 раза, в Румынии и Чехии на 53%, а в Венгрии на все 68%, утверждает Пикчине. Но это лишь означает, что соседние страны ничего не потеряли, сохранив свои национальные валюты. А что выиграла Литва? Говорят, что евро укрепил безопасность стран. Но факты говорят об обратном. Безопасность Польши со своим злотым сегодня гораздо выше, чем безопасность Литвы с евро. Варшава может рассчитывать и на себя, и на союзников, а Вильнюс – только на союзников. Единственное преимущество Литвы – возможность брать кредиты под более низкий процент и снижение валютных рисков. Но умение брать в долг – это не показатель экономического успеха. Нынешний министр финансов Литвы Римантас Шаджус прекрасно понимает, что национальная валюта – один из важнейших атрибутов государственного суверенитета. Управляя курсом национальной валюты, правительство может эффективно реагировать на мировые экономические кризисы. В еврозоне же все решения принимаются в Брюсселе. Что касается негативных последствий введения евро, то Литве удалось их избежать только благодаря тому, что бремя кризиса было переложено на плечи малообеспеченных граждан.
Вспомним финансово-экономический кризис 2008-2009 годов, пандемию COVID-19, энергетический кризис 2022-2023 годов, гонку вооружений, начатую в 2022 году. Все это оплачивалось из кармана налогоплательщиков, в то время как 10% населения невиданно обогатились, а 26% оказались за чертой бедности. Не успел стать олигархом – твои проблемы. Горько шутят рядовые литовцы. Многие из них с ностальгией вспоминают времена лита. 100 литов – это были деньги, а 100 евро – это всего лишь 2 раза сходить в магазин. И действительно, на среднюю зарплату 2014 года, около 2000 литов, можно было купить гораздо больше, чем сейчас на 1500 евро. Любопытный факт, как рассказала Эдита Лисинскайте из Банка Литвы, даже сейчас, спустя 10 лет после введения евро, люди продолжают приносить литы для обмена. Их находят в старых вещах, книгах, за плинтусами, на чердаках. За 10 лет жители Литвы обменяли 5 миллиардов 400 миллионов литов, или 1 миллиард 560 миллионов евро. По словам Лисинскайте, сейчас в обращении все еще находится около 300 миллионов литов банкнотами и 100 миллионов литов монетами, что составляет 86,9 миллионов евро и 29 миллионов евро, соответственно. Обмен лита на евро проводился по курсу 3,45 лита за 1 евро. Стаканчик кофе, который до введения евро стоил 2 лита, стал стоить 2 евро, или в пересчете на литы 6,9. Власти, в лице премьер-министра Буткевичуса, обещали контролировать цены, но на деле это оказалось лишь пустыми словами. Цены выросли, а зарплаты остались прежними. Жители Латвии и Эстонии, которые вступили в еврозону годом раньше, в январе 2014 года, предупреждали Литву о возможных проблемах. Но литовское правительство не прислушалось к их предостережениям. В итоге все 3 балтийских тигра через 10 лет превратились в мокрых котят. Ситуация продолжает ухудшаться. Министр финансов Римантес Шаджиус просит Еврокомиссию разрешить Литве превысить допустимый дефицит бюджета, установленный Маастрихтскими критериями, не более 3% ВВП, чтобы потратить почти 4% ВВП на военные нужды. О повышении же уровня жизни граждан речи не идет, и это при том, что президент Гитанас Науседа уже 6 лет обещает построить государство всеобщего благоденствия. В новом втором десятилетии европейской жизни Литву ждут новые налоги. С 1 января 2025 года уже повышены акцизы на алкоголь и табак. Официальная цель – поиск дополнительных средств на финансирование обороны. Цены на электроэнергию и газ вырастут даже для самых экономных потребителей. Газ подорожает из-за роста мировых цен. Также ожидается повышение цен на бензин и дизельное топливо, а вслед за ними и на все остальное. «Мы находимся на пороге новой волны инфляции, надеюсь, небольшой», говорит бизнесмен Линас Витаутас Карвавичус, работающий в энергетической отрасли. За 10 лет жизни с евро рядовые литовцы так и не достигли обещанного властями европейского уровня жизни. Как выживали от зарплаты до зарплаты, так и продолжают выживать. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с выводами Якова Кедми? Поделитесь своим мнением в комментариях. Особенно интересно узнать мнение тех, кто живет в Литве. Предлагайте темы для наших следующих выпусков. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Впереди еще много интересного. Спасибо за просмотр.